Всем привет! Количество китайских автомобилей в нашей стране сегодня растет с какой-то неимоверной скоростью. Каждый день на дорогах все больше и больше автомобилей из Поднебесной. Еще пару лет назад, проезжая мимо редких китайских автомобилей на дороге, многие люди крутили пальцем у виска, критикуя такой выбор, но часть этих критиков сегодня и сами уже пересели на эти автомобили. На самом деле в этом нет ничего сверхъестественного, ведь при покупке новых автомобилей, которые продаются у нас исключительно официально и имеют нормальную гарантию, кроме отечественных Лада и китайских автомобилей больше ничего и не купить. При этом наша Веста в некоторых исполнениях и комплектациях стоит как китайский кроссовер и даже дороже. Отличный пример тому Веста SV Cross в максимальной комплектации Техно и кроссовер китайского происхождения Haval Jolion. Наша Веста в максимальной версии стоит 2 миллиона рублей, а вот Jolion сегодня можно купить за 1,8 миллионов рублей в базовой версии на механике, и за 2 миллиона кроссовер уже оснащается роботизированной коробкой. И вот если реально смотреть на вещи, то какой из этих автомобилей выбрали бы вы? Нашу Весту с 5-ступенчатой механикой и мотором на 106 сил? Или же кроссовер, пусть и китайский, но 7-ступенчатой роботизированной коробкой и турбированным мотором на 143 силы? При этом Jolion будет еще и лучше оснащен. По этой причине Haval Jolion обогнал по продажам нашу Весту. И это не мои выдумки, а реальная статистика продаж. Народ начал понимать, что китайцы уже начали делать неплохие автомобили, иначе тот же Jolion не продавался так хорошо. Но одна из весомых проблем китайских автомобилей – производитель не всегда оцинковывает свои машины, причем даже в рамках одной марки. Одна модель может иметь полную двухстороннюю оцинковку, а другая нет. При этом оцинковки может не быть на более дорогой модели. Если даже на заводе лакокрасочный слой ложится неравномерно, то что сейчас можно говорить про автомобили, привезенные в Россию через 3-4 страны? Не вовремя обнаруженные проблемы с кузовом могут обойтись очень дорого. Ремонт даже самой небольшой детали кузова вместе с покраской начинается от 10 тысяч рублей и выше. Не говоря уже о том, что любой кузовной ремонт значительно снижает цену автомобиля при продаже. Отличный способ проверить состояние кузова автомобиля самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних компаний, это измеритель толщины покрытий Car-Sys Автоподбор. Сделано в России, город Омск. Работает по черным и цветным металлам, распознает специальную магнитную шпаклевку, а также имеет индикатор цинка. Если на автомобиль поставили неоригинальную деталь, вы об этом узнаете. Диапазон измерений до 3500 микрон. Скорость измерения всего 0,4 секунды. Имеется функция автокалибровки, а также пожизненная гарантия и поддержка на русском языке. И что самое интересное, до 8 января на Озон и Валберес любой из толщиномеров от Car-Sys можно приобрести с хорошей скидкой в честь Нового года. Если не знаете, что подарить мужчине, это отличный подарок. Успейте заказать неубиваемый прибор с пожизненной гарантией, на всех Car-Sys'ов может не хватить. Плюс ко всему, на всех китайских автомобилях желательно делать антикоррозийную обработку днища и арок. Заводская обработка есть, но ее качество гуляет от партии к партии, да и дополнительно защитить не помешает. Тем более, что стоит эта услуга недорого. Но если проблему с коррозией можно довольно быстро и просто решить, то вот проблему с запчастями на эти автомобили решить владелец своими силами просто не сможет. Да, главная проблема китайских автомобилей на сегодня в наличии у дилеров и на центральных складах нет многих деталей. Это не относится к расходникам, фильтра и все сопутствующее есть всегда. А вот если нужно заменить рулевую рейку, наконечники, рычаг или коробку, то время ожидания может растянуться на пару месяцев. Правда, в этом случае дилеры могут решить проблему, просто сняв нужную деталь с еще не проданного автомобиля, так называемого донора. Ведь если ремонт затянется на 45 дней, то владелец может смело требовать от дилера возврата денег за автомобиль или замены его на новый аналогичный. Поэтому дилерам проще поступить таким образом. Но еще больше проблем у владельцев китайских автомобилей, так это кузовные элементы. Их срок ожидания может и вовсе растянуться на несколько месяцев.
месяцев. Если вы владеете китайским автомобилем, то лучше делайте каско, хотя бы на первые 2 года, так как в подобном случае, от которого никто, к сожалению, не застрахован, можно попасть на очень большие деньги и столкнуться с проблемой наличия запчастей. Но люди, которые критикуют выбор людей с покупкой китайского автомобиля, могут сказать: а ведь вас предупреждали, зачем вы это покупаете? Но давайте быть реалистами, сегодня проблемы с запчастями в нашей стране не только с китайскими автомобилями, но и со всеми остальными. С подобной проблемой могут столкнуться и в случае с нашей Вестой, на которую кузовные детали стоят так же недешево, как многие считают. Да и с теми же корейскими или немецкими марками случиться может все так же. Деталей нет, а если вести под заказ, то цена космос. А как считаете вы, может лучше беречь свои старые заслуженные автомобили? Пишите в комментариях.